Разработанный в СССР в 70-е годы штурмовик Су-25 активно используется вооруженными силами Украины и армией РФ. Несмотря на свой возраст, он остается достаточно эффективной машиной, созданной исключительно для ударов по наземным целям. В 60-х годах прошлого века, когда все военные и авиаконструкторы говорили только о том, что самолеты должны летать быстрее и выше, реальные боевые условия стали диктовать совсем другое. В частности, США во Вьетнаме осознали, что пилоты сверхзвуковых самолетов при выполнении задач по поддержке пехоты часто банально не успевают рассмотреть цели на земле. А если даже схватили врага в прицел, то на нанесение удара было всего пару секунд. В СССР на учениях также начали замечать, что лучше со штурмовкой наземных целей справляются относительно тихоходные МиГ-17, а не построенные по концепции максимальной скорости МиГ-21. Но если американский штурмовик А-10 Thunderbolt совершил первый полет уже в 1972 году и был принят на вооружение уже через 5 лет, то первый полет штурмовика Су-25 состоялся в 1975 году. Государственные испытания завершились в 1981 году с рекомендацией ввести в эксплуатацию, но официальное принятие на вооружение состоялось только в 1987 году. Причиной такой задержки стало требование военных полностью выполнить тактико-техническое задание, а также ряд доработок, которые должны были устранить недостатки, вылезшие во время строевой и даже боевой эксплуатации в Афганистане. Но концепция заложена в самолет оказалась абсолютно правильной. Высокая защищенность пилота, всех основных узлов и агрегатов, простота эксплуатации и возможность размещения на далеко не самых качественных аэродромах, включая грунтовые. С точки зрения живучести, Су-25 имеет бронированную кабину, которая защищает от осколков и пуль калибра 12,7 мм, а по некоторым наиболее угрожающим направлениям до 30 миллиметровых снарядов. Все жизненно важные системы продублированы, а также размещены таким образом, чтобы усложнить противнику их поражение. Двигатели разнесены по бокам фюзеляжа для исключения их вывода из строя одной ракетой от ПЗРК. Также самолет оснащен системой отстрелов тепловых ловушек для противодействия ракетам с тепловой головкой самонаведения. Вооружение Су-25 состоит из неуправляемых реактивных снарядов и бомб. Существует возможность использования управляемых ракет воздух-земля Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивным лазерным наведением, что требует постоянной подсветки цели до ее уничтожения. Су-25 также может использовать ракеты воздух-воздух ближнего действия Р-60. Пушечное вооружение 30-мм скорострельная пушка ГШ-32 с боезапасом в 250 снарядов. Есть возможность подвески дополнительных контейнеров с пушечным вооружением. Все вооружение размещается на 10 узлах подвески, из которых 2 предназначены только для ракет воздух-воздух. Общая боевая нагрузка составляет максимум 4,4 тонны, но нормальной из-за относительно малой тяги двигателей считается тонна 400. Развивает скорость у Земли до 975 км в час. Его крейсерская скорость ограничена 750 км в час, радиус действия 750 км. Дальность полета Су-25 – 1850 км. Украина создала версию Су-25М1, которая получила спутниковую навигацию, новую систему защиты, модернизированную радиостанцию, современный счетчик-прицел. Российская версия Су-25Т противотанковая. Этот вариант штурмовика применяли во время Чеченской войны. Эта версия получила систему автоматической индикации на лобовом стекле, систему телевизионного наблюдения и прицеливания шквал, лазерный расстояниемер и целеуказатель, возможность нести ракеты «Вихрь» с лазерной наводкой. Последними версиями Су-25 стали Су-39, противотанковый штурмовик, последующая модификация Су-25Т СРЛС Копье-25. Несмотря на возраст, при серьезной модернизации этого самолета у него есть приличные перспективы. Установить тепловизионные системы, системы лазерного целеуказания, использовать современное вооружение, позволяющее атаковать цели с больших высот 10-13 км и на расстоянии 30-100 км до цели. Это могут быть бомбы с телевизионным,
лазерным, спутниковым наведением, ракеты воздух-поверхность. Соответствующей была бы и тактика применения. И вообще ВВС – это не отдельные самолеты, это система. Только от слаженной работы всех звеньев зависит результат, начиная от разведки и заканчивая средствами поражения.